Привет! С вами журнал «Мотоэксперт», я Дмитрий Федотов, и сегодня впервые в истории «Мотоэксперта» мы приехали в город Белград, в столицу Сербии, для того, чтобы посмотреть на выставку, которая называется «Мотопэшн». Посмотрим, на каких мотоциклах ездят в Сербии, какие модели здесь, какие бренды, и расскажем про самые интересные из них. Итак, поехали! Это секретный мотоцикл. Друзья, выставка Мотопэшн оказалась просто огромной. Я изначально планировал уложить это все в один репортаж, но в один репортаж не влезает, поэтому у нас будет несколько видео. И пусть это будет вторая часть. Так, КТМов необычайно много, и КТМы прям интересные, яркие, красивые, как всегда. Компания в прошлом году была на грани банкротства, сейчас она стала немножечко индийской, немножечко пошла под крыло Bajaj, хотя она, в принципе, с Bajaj раньше сотрудничала, и, собственно, по мотоциклам. Линейка максимально широкая, от 125-го RC до 1390 Adventure. Он уже дорос до таких кубатур. Что мне на этом стенде особенно интересно? Особенно интересно посмотреть на обновленный 390 Adventure. У него новый дизайн. И, честно говоря, прошлый мне нравился больше. И я бы на вашем месте тоже не расстраивался, если этот мотоцикл вам по своему дизайну не понравился. Потому что, насколько я знаю, компания КТМ планирует потихонечку прекращать сотрудничество со шведским дизайн-ателье, которое называлось словом Киска, и начинать заказывать дизайн где-то в других местах или рисовать его самостоятельно. Поэтому в ближайшие годы дизайн мотоциклов КТМ должен поменяться довольно радикально. В какую сторону, пока загадка. 390 Adventure. Такая у него физиономия в стиле RC-шки. Ну, не знаю, мне, честно говоря, не очень нравится. Мне кажется, немножко перемудрили. Тем более, что класс вот этих 400, 450, 500 туристических эндуро мотоциклов, он сейчас неимоверно конкурентный. В нем все. В нем очень высокая конкуренция. В нем и двухцилиндровые моторы, и куча опций. И идет настоящая битва в этом классе. И, честно говоря, как по мне, 390 Adventure в этом классе выглядит сегодня немножко аутсайдером. 390 Adventure в исполнении R, в исполнении R. Ну, тоже, собственно, отличие, он повыше. Он на спицах, в то время как обычный 390 на литье. Но, собственно, на этом их какие-то драматические отличия заканчиваются. Что еще? Еще есть 390 RC, и это на самом деле тоже довольно интересная история, потому что буквально зимой компания КТМ анонсировала уход RC390 с европейского рынка. Эту модель планировали оставить только для рынка Индии, где она, собственно, и выпускается, но пока что, казалось бы, европейский рынок, пока что и 125 RC, и 390 RC здесь на месте. Также у нас здесь флагманский спортбайк КТМовский, тоже неимоверно яркий, неимоверно интересный мотоцикл с точки зрения дизайна. Как он едет, остается только догадываться. Вот он прям чистый с точки зрения дизайна. Он агрессивный, он злой. И вот он как раз, посмотрите, всего одна линза в фаре и больше никаких лампочек. А насколько он интересно выглядит. Как у него классно сочетается обтекатель с этим баком. Посмотрите, как нарисовано сиденье пассажира. Вот, не знаю, не завидую тому, кому придется на этом сиденье пассажирском вообще ездить. И сейчас я сделаю просто смертельный номер и попробую на него сюда залезть, почувствовать себя пассажиром на этом КТМе. Так. Оп. It's not stable. Yes. Оп. Необычное ощущение, но физически это возможно. И возможно сидеть на этом седле даже с моими габаритами. Вот этот дизайн, он как будто прям смотришь на него, он уже едет быстро, даже когда он
стоит. Очень круто, очень крутые спойлеры. Очень мне нравится, как он выглядит. КТМ, такой весь красивый, гонщиковский, стоит по акции 15 490. Ну и, собственно, 890 Adventure, который у нас делается в Китае на заводе Safe Moto вместе с мотоциклом Safe Moto. А 800 MT, можете найти репортаж с этого завода, посмотреть, как эти мотоциклы делают. И вот 1390 Super Adventure S и Super Adventure R. Ой, почти 1,5 литра. Всего много, но кажется, они уже в какой-то тупик зашли, когда, чтобы мотоцикл сделать лучше, надо к нему новый фонарик прикрутить. Не знаю, мне это все не очень нравится в современных КТМах. Надеюсь, что какая-то новая жизнь появится в компании КТМ. Индусы что-то придумают и сделают что-то с КТМом, чтобы они новые модели делали не просто с большим объемом мотора и дополнительными лампочками в фаре. Ну посмотрите, ну что это такое? Ну что это за гадость? Ужасно. Вот, зато вот этот у нас на механике, а S-ка на автоматической коробке передач, на роботизированной. Рычага сцепления у нас здесь нету. Педаль коробки передач все еще есть. А вот рычага сцепления уже нету. Стэн Вога, премиального бренда компании Lanchin, премиальный продукт жизнедеятельности компании Lanchin. Ну, честно говоря, посмотрите просто сами, насколько много всего на выставке, как здесь представлены китайцы, все остальные вы видите. И вот Lanchin, поэтому не чокаясь. Вот эту 300-очку у нас снимал Денис Панферов в Москве, можете тест найти на канале. И, собственно, цены на мотоциклы VOG, Watch в Сербии. 3799 евро, это курс сколько сейчас, 92, то есть он должен в России стоить 320 тысяч рублей, наверное, что-то такое. 525R 4999, 125-ка 2690, 300 DS 3590 евро. Что еще? Еще тут по большим. 900-ка, вот, новый прайс как раз. 8790 евро. Это по акции, тут вот старая цена 9290, но, видимо, за эти деньги его продать сложно, поэтому 8790. Вот, 525 DSX 5999 евро, то есть 6. Ну вот он должен стоить там типа 550 тысяч рублей. Не знаю, сколько он стоит на триединой Святой Руси. И вот 625 DSX 6490 евро. Такие вот цены на мотоциклы Watch в Сербии. На мой взгляд, с точки зрения дизайна, с точки зрения заложенных технологий и с точки зрения того вообще, что сегодня в 2026 году означает слово спортбайк, BMW S1000RR – это символ спортбайка 26 года. Посмотрите, насколько он интересно выглядит, насколько у него развита аэродинамика, насколько он вообще отличается от того, что мы видели в 90-х, в нулевых и десятых годах. И здесь же есть его более дорогое исполнение, который уже называется M. Не знаю, при чем здесь Motorsport, который изначально занимался автомобилями. У BMW во времена моей молодости это называлось HP, но теперь это все у нас M. И M отличается карбоновыми колесами, карбоновыми антикрыльями, карбоновым передним крылом, карбоновыми накладками на бензобак, карбоновым задним крылом, карбоновым хвостом, короче, всем карбоновым. На суппортах здесь тоже написано M, суппорта моноблочные, анодированные. Выглядит он просто потрясающе. Сколько он стоит, боюсь даже себе представить. И здесь же можно увидеть S1000XR, который тоже в исполнении M.
который тоже на карбоновых колесах. Здравствуйте, кроссовер на карбоновых колесах. Весь очень красивый, очень нарядный, очень дорого выглядит. Но, честно говоря, не знаю, как на нем можно ездить как на мотоцикле. Его можно поставить, натирать какой-нибудь керамикой, любить в гараже, гордиться, хвастаться, но не то чтобы ездить. А вот мотоцикл, на котором хочется ездить. И это BMW F450 GS. Тот самый новый, долгожданный, который мы показывали вам в репортаже с выставки EICMA в ноябре 2025 года. Что это за мотоцикл? Мотоцикл абсолютно новый. Мотоцикл, сделанный с чистого листа. Это не какая-то форсированная версия G310. Это абсолютно новая платформа, абсолютно новый мотор, абсолютно новый мотоцикл. И, как я уже говорил, класс туристических эндуро 400, 450, 500 кубов, он супер конкурентный. В этом классе представлены, ну, пожалуй, все основные игроки рынка. То есть в нем и KTM со своей RC390, и Royal Enfield Himalayan 450, и Kovy Rally 450, и Moto Marine со своей 450-кой. Очень сильный игрок — это CF Moto 450 MT. И не только они, то есть в этом классе представлено очень много мотоциклов, и компания BMW приходит в суперконкурентную нишу с мотоциклом, который должен там всех обставить. Хотя еще лет 10 назад 450 кубов туристический эндуро бы звучало как анекдот, а теперь посмотрите, насколько это серьезные и взрослые мотоциклы. Смотрите, какой красавец. Здесь он в такой немножко круизерной версии. Немножко. Знаете, был такой мотоцикл, назывался он Урал Вояж. Вот он был даже в таких же вишнево-черных цветах сделан. Вот. И по компоновке, и по силуэту, мне кажется, это вот для фанатов мотоциклов Урал Вояж это будет прям идеальный такой ностальгический вариант. Стенд сербского Дептранса. Абсолютно как в России бедность. Мотобатовцы. Здесь можно перевернуться в машине, видимо. Так. Ну что, стенд Moto Marine, очень интересно. Тут все представлено, много мотоциклов. 1200 Escape, новинка и на сербском рынке, и на российском рынке нынешнего года. Очень большой мотоцикл, интересный мотоцикл. Мотоцикл, который играет в высшей лиге, и при этом по ценнику он очень сильно отличается от мотоциклов высшей лиги, предлагает, ну, практически тот же самый пакет опций. Подробнее об этом мотоцикле смотрите в тесте Никиты Евграфова. Смотрите, какая красота. Здесь два радиатора по бокам. И спереди торчит цилиндр мотора. И здесь же у нас свечная катушка и свечной колпачочек. Вот, на мойке сюда наверняка будет попадать вода. Но он не то чтобы очень оффроудный, у него крыло низкое. То есть этот мотоцикл все-таки для путешествий в первую очередь по асфальту, может быть, не по очень хорошему, но по асфальту. Вот. И, наверное, он не очень рассчитан на какой-то лютый оффроуд. Вот. Зато он очень симпатичный, очень интересный. Также здесь Escape 700. Я в Черногории снимал 650. Этот мотоцикл очень похож на CF Moto 650 MT, который стал 700 MT. Они очень близки, но здесь все-таки вам предлагают еще и крутой итальянский бренд и мотоцикл, который немножко от CF Moto отличается. Мне нравится и CF Moto, и этот мотоцикл. Они очень близки, и это очень хороший среднекубатурный кроссовер. Я бы сказал, один из лучших среднекубатурных кроссоверов, мотоциклов двойного назначения. И еще одна очень большая и значимая новинка — это Moto Marine. Называется он Ultra Hike. То есть они попытались в одном названии уложить слова All Track и Hike.
выговаривается это все с большим трудом, но не важно, как это выговаривается, важно, как это выглядит. А выглядит он просто потрясающе. И этот дизайн, в отличие от Escape'ов и 700 и 1200, которые довольно консервативны с точки зрения дизайна, здесь дизайнеры полностью раскрепостились, им дали полную свободу, и они нарисовали действительно необычный мотоцикл, который еще своим обликом отсылает вот эта двойная фара по сторонам, такая немножко как у насекомого глаза, такие фасетчатые, где-то разнесены. Очень необычный силуэт, очень необычная форма образования. Он еще немножко отсылает нас к классическому большому 1200-му Гран-Пассо, мотомарине десятых годов. Просто потрясающий мотоцикл, очень необычный. Он был абсолютно премиальный. Это была такая альтернативная Ducati Multistrada. И вот они этот дизайн того легендарного мотоцикла обыграли, и получилось очень интересно. При этом внутри здесь двигатель, купленный у компании CFMoto, не скопированный, а прям этот мотор делает компания CFMoto. Это такой же мотор, как на CFMoto 450 MT, который я несколько лет назад снимал. Один из лучших моторов в классе. Здесь он отличается разве что прошивкой, из-за которой он выдает на одну лошадиную силу больше, чем CFMoto. Но если говорить про чем эти мотоциклы отличаются, то CFMoto это более универсальный мотоцикл. Он больше подходит и для путешествий каких-то асфальтовых, и на каждый день. Мотомарине это мотоцикл более экстремальный, он в меньшей степени пригоден для путешествий по асфальту и в большей степени подходит для какого-то жесткого оффроуда. Соответственно, если вы хотите мотоцикл универсальный на повседнев, который покрывает широкий круг задач, то это CFMoto. Если вы хотите узкоспециальный мотоцикл для того, чтобы в основном преимущественно дубасить по какому-то оффроуду, то это мотомарине. И вот это вообще интересный пример такой коллаборации, когда это не конкуренция между производителями, а когда два производителя думают, как они могут друг друга дополнить, создавая модели, которые между собой не конкурируют, а которые просто друг друга уточняют и дополняют. И, на мой взгляд, это очень интересный и очень крутой подход. Итак, Royal Enfield. Стенд еще не достроили. Это вообще на самом деле интересная история. Выставка формально открывается 18 числа. 17 числа здесь пресс-день. День, когда эту выставку можно прийти и нормально поснимать без посетителей. И когда, например, ты приезжаешь на EICMA, то выставка прям полноценно открыта и полноценно работает в пресс-день. Их там даже, по-моему, 2 пресс-дня, и ты можешь совершенно спокойно, как нормальный посетитель, увидеть эту выставку, снять ее, но без посетителей. Так вот, на выставке белградской, на выставке в Сербии немножко отличается пресс-день. В пресс-день выставку строят. Довольно странное ощущение, и не все стенды еще готовы. И вот стенд Royal Enfield, явно здесь еще должна быть вторая половина мотоциклов. Я прям чувствую, это здесь какая-то пустота. Но из тех мотоциклов, что есть, выводы у меня какие-то плачевные. Я снимал 2 Гималаяна. Я снимал 401 Гималаян и снимал новый Гималаян, который 450. И оба мотоцикла мне, в принципе, понравились. По качеству они были очень даже ничего. И вот классические модели, до которых мне прям удалось дорваться и потрогать их только сейчас. Вот, например, Classic 650 Twin. Вы сейчас смотрите с экрана это видео, и вам кажется, что это потрясающе красивый мотоцикл. И издалека он действительно таким кажется. Он очень богатый, очень интересный. Его хочется прям подойти и потрогать. Но когда ты подходишь его и трогаешь, ты понимаешь, что он немножечко сделан неаккуратно. А такой мотоцикл не может быть сделан неаккуратно. Вот крыло переднее. Вот вилка. Посмотрите, да, ровно все стоит. Мне кажется, абсолютно. Вот посмотрите расстояние здесь до крыла и здесь до крыла. Зеркальце, цировки. Причем как будто цировки выведены вручную. Просто заглядение. А потом начинаешь трогать. И видишь, что здесь прям адская ступенька, которая не отполирована, с ней вообще никто ничего не пытался сделать. А ровность выведения цировок вот тоже видите. То есть, человек явно очень старался, но не получилось, не фартануло. На следующем мотоцикле получится получше. Очень красиво, очень хорошая заявка на успех, но вот какие-то вот такие косяки. Вот посмотрите, как это все выглядит. И здесь то же самое. Здесь прям чувствуется ступенька. Прям реально царапающая ступенька. Прям пытались сделать триумф, а получилось вот там какие-то сопли проводов. Все это прям открыто. Сделан кожух декоративный, но почему-то он сюда не дотянут. А здесь острый край неровный. Это же все не смертельно. Это же все можно пережить.
Но когда весь мотоцикл состоит из этих мелочей, получается довольно отвратительно. Вот сварные швы. Ну, вроде ничего, неплохой шов, но неаккуратный. Ну что это такое? Ну, что это за шишка? Что это за геморрой вылез на мотоцикле? А это мотоцикл дорогой, он не дешевый, он за деньги продается. Вот что это? Прям шишак. Зазор между крылом и уплотнителем фонаря. Ну вы что, вы серьезно? Вы же, блин, Royal Enfield, вы же королевский Enfield. Вот. В общем, неоднозначно. С одной стороны, очень хорошо выглядит издалека. Очень красивый мотоцикл, очень самобытный мотоцикл. Очень он хочет быть британским мотоциклом. Но с какого-то близкого расстояния до британского мотоцикла он не дотягивает. Не дотягивает он даже до индийской махиндровской Явы, будем честны. Ну, облой на пультах какой-то, ну. По модельной линейке тут супер интересно. Компания Royal Enfield меня очень впечатляет тем, как они, по сути, из одной единственной модели, которая у них была в производстве многие десятилетия подряд, вытащили какую-то грандиозную модельную линейку. Они сделали 350-ки, 650-ки, разные классы. Есть классик, есть кофе-рейсер, есть бобер, есть скрэмблер. Есть практически все виды мотоциклов с круглыми фарами есть в модельной линейке Royal Enfield, еще и в разных кубатурах. И это, конечно, очень круто. Что мне здесь понравилось из свежего? Мне понравился Royal Enfield Gorilla. Он как бы неоклассик, он как бы мотоцикл под старину, но не пытается казаться стариной, то есть у него просто круглая фара, а в целом он довольно современный. Здесь двигатель от 450-го Enfield, от 450-го Enfield Гималаяна, то есть он современный, с жидкостным охлаждением, и сам мотоцикл современный, очень симпатичный, очень оригинальный, свежий, самобытный и тоже очень небезупречно сделанный с точки зрения качества. Как будто ободок фары мятый, но нет, он просто так отштампован. Это не свет так падает, это реально вмятина, это реально кривой ободок. Тоже вот зазоры пластика, он прям острый, он шершавый, он должен был, видимо, сходиться совсем в ноль, а он выглядит, вот прям палец цепляется за него, неаккуратный, острый облой пластиковый. Ну и BR650, это мотоцикл, родственник вот первого 650-го Твина, который мы снимали, и за счет более простой отделки, опять же, он выглядит намного приятнее, когда ты начинаешь с ним взаимодействовать тактильно, когда ты начинаешь его трогать, когда ты начинаешь смотреть на какие-то мелочи. Вот он попроще, при этом он выглядит хорошо, он выглядит свежо, он выглядит сочно, и при этом он намного более качественный с точки зрения отделки. А для такого мотоцикла отделка неимоверно важна. И здесь она, конечно, на более высоком уровне, чем в случае с классическими моделями, от которых, честно говоря, может вырвать. Здесь, кажется, немножко напильником доработать, и может и ничего. А в любом случае мотоциклы Enfield, мне кажется, за ними будущее, у них большой потенциал. И если прийти, отлупить палками всех людей, которые отвечают за качество на этом заводе, и заставить их как-то внимательнее относиться к тому, как они эти мотоциклы делают, Enfield будет супер крутой бренд. А сейчас, сейчас получается девиз: а что вы хотели за эти деньги? Стенд QJ Motor тут не очень большой, но мотоциклы представлены интересные. 650-ку в России уже знают, она продается давно, а вот 450-ка это новый мотоцикл. Называется он SRT 450RX. И этот мотоцикл, как я уже сегодня весь день говорю, метит в самый популярный сегодня класс 450 туристический эндуро. Мотоцикл, посмотрите, какой он здоровенный. 450-ка, во мне 195 сантиметров, и посмотрите, насколько он высокий, насколько он крупный и насколько тут много пластика, много обтекателя. При этом мотоцикл очень узенький, очень тоненький, и видно, что моторчик здесь тоже довольно-таки маленький. Мотоцикл на спицах, спицы бескамерные, заспицованы они в края ободов, что не очень хорошо для жесткого оффроуда, зато ремонтировать колеса червячками намного удобнее, чем когда колеса камерные. Дальше 921 RR QJ Motor. Этот у нас такой большой
литровый практически спортбайк с рядным трехцилиндровым мотором. И если к нему присмотреться очень внимательно, если долго-долго в него смотреть, то можно увидеть мотоцикл MV Agusta, потому что 3 цилиндра в ряд. Посмотрите на этот глушитель очень характерный, на односторонний маятник с креплением заднего колеса одной большой гайкой. И очень-очень много таких вещей, которые нам говорят, что это все-таки такая китайская копия MV Agusta. А выглядит она неплохо, но все-таки чуть-чуть видно, что мотоцикл китайский. Вот как-то не безупречно выполнено сопряжение вот этих передних спойлеров, вот этих передних винглетов с обтекателем. Немножко видно по фактуре пластика, по сочетанию этих фактур, что мотоцикл делали, ну, не с прицелом на премиум, в отличие от MV Agusta. Но если вам очень хочется MV Agusta, а денег на нее нет, то это вполне себе интересный вариант, может быть, немного более смешной и скромный по дизайну, но по тому, как этот мотоцикл в целом задуман, это абсолютно Agusta, и это интересно. Что еще? SRT 600 QJ Motor. Мотоцикл выглядит большим, мотоцикл выглядит солидным, и вот к разговору посмотрите, 450-ка, и в сравнении со мной, вот она размером, ну, с нормальный мотоцикл 450, который как бы маленький мотоцикл классом ниже, он по размеру практически такой же. И вот по ощущениям 600-ка от 450-ки отличается разве что тем, что она пошире. Тут как бы больше мотоцикл, он более тяжелый, он более внушительный, при этом тоже с узкой талией, но видно, что мотоцикл здесь все-таки побольше. Но по высоте и по ощущениям от мотоцикла, посмотрите, какая крупная 450-ка. Вот еще немножко QJ Motor. Тут не все модели представлены на российском рынке, поэтому не про все про них будем говорить, не все вам будут интересны. Очень красивый круизер, очень правильный, на ремне, как положено. СРКшка маленькая, СРКшка побольше, 600-ка RS и СРКшка 800 RR, но вот этот мотоцикл от российского отличается, потому что здесь европейская версия, и она отличается другим немножко шасси, хотя по мотору и по электронике она такая же. Еще у нас здесь есть стенд мотоциклов Benda. Мотоциклы Benda в России тоже хорошо известны, они продаются, очень много тестов на русскоязычном YouTube, но я еще ни на одной Бенде не ездил, и, честно говоря, когда я смотрю на вот эти мотоциклы, выглядят они просто бомбически. Особенно вот эта вот модель, которая называется Наполеон Боб. Мотоцикл это называется Наполеон Боб. Что бы это ни значило. Выглядит он просто потрясающе. Выглядит очень вкусно, очень ярко, очень необычно. Выглядит он круче некоторых кастомов. Мне очень нравится, как выполнена вот эта вот качалка задней подвески. Мне нравится, насколько оригинально выглядит передняя подвеска. Но это все на процентов 80 бутафория. Здесь стоит классическая телескопическая вилка, дополненная рычагами. Смотрите, какая она, вся необычная. Какая она яркая. Хотя мы понимаем, что здесь все равно обычная телескопическая вилка, вот она стоит, и уже даже немножко сопливится. Обычные перья, а это все бутафория. Вот. Она не пластмассовая. Это все равно какое-то алюминиевое литье, алюминиевые рычаги, но глобально какой-то дополнительной функции в этом всем я не наблюдаю. Вот обычные телескопические перья, на которых все и держится. Вот с точки зрения дизайна получилось очень круто, и, наверное, это один из самых ярких серийных круизеров, которые только я видел в своей жизни, ну, разве что каких-нибудь там мотоциклов Curtis, мотоциклов Confederate. Но вот именно пойти и отдать свои деньги за это мне лично не хочется, а шею сворачивать на улицах я буду каждый раз, и этот мотоцикл действительно приковывает к себе внимание. Очень яркий, прикольный, интересный аппарат, но, честно говоря, вот я повторюсь, мне за него заплатить не хочется. Выглядит все дорого, богато, но китайские круизеры, все-таки китайские круизеры, хотя было бы интересно
на этом на всем, конечно, покататься. Несмотря на то, что выглядят они максимально странно. Но прикольно, интересно. И все они, в общем-то, довольно яркие, необычные и прикольные. Но, вот, честно говоря, я бы свои деньги за такой мотоцикл не отдал, а посмотрел бы, как его испытывают на каких-нибудь других людях. Вот. Но, тем не менее, внимание такому мотоциклу будет собирать много, потому что он выглядит, будучи серийным, выглядит он интереснее многих кастомов. Так, стенд компании Zontas, и эти Zontas мы все снимали в Москве, и оба скутера, и вот этот так называемый спорттурист с консольным креплением заднего колеса, и Naked Jar, все есть на канале, все можете найти, посмотреть. Вот, из того, что не снимали круизерчик, вот, и круизерчик прям, ну, он слишком самобытный, слишком он немножко кургузый, странный, необычный, но вид, что называется, имеет. По крайней мере, он очень необычный, он никого не повторяет. И да, он слишком странный, как по мне, но зато оригинальный, если хотите, мотоцикл не как у всех. Мотоцикл, который выглядит, как будто вы его сами сделали в гараже, то, может быть, почему бы и нет. Вот. Он очень необычно выглядит. Очень странно выглядит. Polaris тоже без каких-то откровений, без каких-то больших новинок. Снегоходы, квадроциклы. Как будто вообще тут ничего не меняется. Скрэм хорошо уже всем знакомый. По Polaris ничего принципиально нового не вижу, а компания PRP что-то на выставку не приехала. Поэтому Polaris отдувается за всех. Так, мотоциклы Indian. Собственно, здесь ничего практически нового. Все довольно нам хорошо знакомое. Indian Chef. Тормоза тут такие немножко не круизерные, как будто с большим запасом. Indian Scout. Такой мотоцикл мы снимали. Он красивый, он классный. Очень красивые колеса. Посмотрите, какая красота. В целом он выглядит замечательно. Жидкостное охлаждение. Вот радиатор спрятан. Очень аккуратно между двух труб рамы. Ну, в общем, все красиво, все замечательно, но принципиально ничего нового не случилось с Indian. Вот. Indian тут не так давно продали, и посмотрим, что будет с новым руководством компании. Вот. А пока что все по-старому, все знакомое, но вот разве что электрический Indian новый, но рассчитан для пилотов не очень большого роста. Мотоцикл мне буквально вот по колено. Так, Aprilia, стенд Piaggio, SR GT 125-очка, очень популярный скутер на Балканах. Наверное, главная модель Aprilia на Балканах. Очень много их вижу на дорогах, очень их хорошо берут. Просто такая скромная табуретка, ничего особенного. Аккуратно выглядит, с хорошим брендом, с большим седлом, с относительно скутера неплохой вседорожностью, скажем так. Вот, супер популярная модель. Еще у Aprilia есть TSX 125. Это, знаете, что это такой? Итальянский ZID-пилот. Мотоцикл скорее для подростков, чем для взрослых людей. Бюджетный, легенький, простой. Поучиться, покататься и продать. Также вот здесь маленькая Aprilia Tuono. Тоже 125-очка. Очень скромная, очень простая. Тоже такой мотоцикл для начинающих. В Россию такие мотоциклы, конечно же, никто не привозит, потому что их никто никогда не купит. Вот. А в Европе, где китайских мотоциклов не так много, и в большом, как бы не то, что в большом почете, а просто хорошо известны старые европейские, итальянские бренды, в целом европейские бренды. Вот Aprilia делает 125-очку Naked
Он прям совсем выглядит как китаец такой, но при этом итальянец. Так, V7 мы когда-то снимали, V85 TT мы когда-то снимали, Манделу, надеюсь, когда-нибудь снимем. Стельвио Андрей Бойко в Словении снимал, ездил на нем в Италию, на Сардинию, если я не ошибаюсь. Очень красивый мотоцикл. Вот, очень рекомендую посмотреть этот тест. Оставлю ссылочку в описании. Очень красивый мотоцикл. Ну и Aprilia Touareg тоже снимали, тоже можете найти на канале. Очень красивый тест, очень красивый мотоцикл. Очень правильный мотоцикл, потрясающий породистый мотоцикл. Мотоцикл с такими очень правильными, очень вкусными, очень интересными, яркими повадками. Мотоцикл с характером. И, честно говоря, это прям большая моя любовь. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения того, как этот мотоцикл работает и что он тебе дает. Обожаю Aprilia Touareg 660. Итак, мотоциклы Кови. Мотоциклы Кови мотоциклы Кови, стенд компании Кови, он довольно скромный, потому что компания относительно молодая, и модельная линейка у нее не очень широкая. 800X снимали, и с тех пор он не поменялся. В прошлом году выходил тест. И 450-очка тоже снимали в прошлом году весной, примерно год назад, и она тоже не поменялась. Из того, что мы еще не пробовали, вот есть две модели, чуточку попозже к ним подойдем. Что касается мотоциклов внедорожных, мотоциклов туристических эндуро, Кови выбрала очень интересную концепцию. Это мотоциклы, это такой китайский Ready to Race. Ready to Race Made in China. Такой китайский КТМ. Они очень спортивные, очень жесткие, очень острые, очень динамичные мотоциклы для тех, кто умеет, любит и практикует жесткий оффроуд. И с этой точки зрения, честно, они сыроваты. И 800-ка сыровата, и 450-ка сыровата. Они далеко не безупречные. Но сам вектор развития этой компании, он супер интересный. И в обоих тестах вывод был таким, что если эти мотоциклы с умом доработать, если их прям обработать напильником, немножко поправить софт, немножечко то там, то здесь доделать, это будут очень и очень интересные мотоциклы. И так как эти мотоциклы как бы для людей, которые любят наваливать в полную ручку, подразумевается, что эти люди сами могут эти мотоциклы под себя заточить. Так, ну что, Кови Кобра 350 кубов, дорожный мотоцикл. Вот опять, да, они попытались сделать концепцию КТМ. У него вот этот бак, который уходит куда-то вниз. Ты с водительского места видишь краешек передней покрышки, сидишь близко к переднему колесу. То есть, ну, они попытались поиграть в КТМ. А получилось ли? А получилось сделать, чтобы зеркала смотрели, вот они прям, блин, ну руль криво прикрутили. И в целом, это сырость, которую ты можешь простить мотоциклу, который как бы дакаровский прототип, который ему там вполне себе идет и вполне себе уместно, на мотоцикле дорожном какие-то неидеальности пластика, неидеальность наклеек поверх лака, какая-то вот эта сырость, она подбешивает. И то, что ты можешь простить внедорожному мотоциклу прощать не хочется. И вот дорожный Кови пока что меня не очень впечатлил, но кто знает, может быть, в будущем будет круче. Вот. А внедорожный Кови мне нравится очень, несмотря ни на что.
Итак, выставка Moto Passion. Что я могу вам про нее сказать, проведя здесь целый день, прям от открытия и практически до закрытия? Выставка потрясающая. Я когда сюда ехал, мне казалось, что будет что-то немножко балканское, немножко локальное, немножко такого, немножко сякого, но в целом я не планировал здесь проводить так много времени. И оказалось, что выставка, во-первых, огромная. Она совмещена с автомобильной выставкой, но она совмещена с автомобильной выставкой вовсе не от бедности. Автомобильная выставка тоже огромная, и мотоциклетная выставка огромная. Здесь можно ходить весь день, смотреть новые мотики, очень большое количество производителей и европейских, и азиатских, китайских, индийских, американских, всех. И здесь действительно есть что посмотреть. Здесь много мировых премьер, здесь много классных новинок, здесь много моделей актуальных, здесь очень общительные дилеры, импортеры. Здесь можно много интересного узнать, много интересного попробовать. С точки зрения посмотреть на новые мотоциклы, выставка просто замечательная. Я надеюсь, что я приеду сюда в следующий раз. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо Антону Попову, который эту выставку снял. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках.